Но перед тем, как начать разговаривать побольше подробностей по Jira, надо еще быстренько обсудить, как мы будем совместно работать с маршрутом и с Jira. Это особенно важно для наших коллег из сбыта или других отделов, которые не перешли и похоже, что скоро они перейдут на Jira. Из этого некоторые планы будут отражаться так в Jira, так и в смартшите. Только сами задачи, как правило, почти никогда не будут дублироваться. Например, наш план маркетинг о рекламе и продвижении, мы знаем, что там постоянно стоят задачи как для маркетологов, так и для коллег из сбыта. Я, например, вот возьму маленькую часть, это общее, и для визуализации, как это будет выглядеть, я как бы попросил создать отдельные учебные планы, чтобы никому здесь не поставить задач и не мешать текущему процессу. Так перейдем на отдельный учебный план. Вот принципиально так будет выглядеть наш план в рекламе и продвижении. Здесь ссылка на все работы, которые сейчас есть в Jira. Те работы от части общей или других частей в этом плане будут отражаться здесь. Например, вот там какая-то задача стояла, информация о размещении информации об обновлении по новых приборов. Там стояла Светлана Рихтер как исполнитель, оно здесь и осталось. А все другие задачи по ссылке нам открывается Jira, и там есть тоже план, который называется «О рекламе продвижения». Только сейчас, опять же, для учебных целей он является учебным. И там стоит то, что называется Epic общее. И под этим общее, так как отдел побольше, да, и под ними стоят отдельные задачи, как там Ива Губана, какой у нее приоритет, кто ответственный, кто, как там у нас, исполнитель и контроль. Так здесь на английском хотя бы assignee и supervisor. Да, и логика абсолютно та же самая. Здесь место для комментариев. А единственное, и мы потом пройдемся про это, как меняются статусы это по выбору, но логика остается такая же самая. Так когда будем пересматривать план о рекламе и продвижении, мы откроем задачи, которые есть в Jira, пересмотрим, и пересмотрим те задачи, которые есть в смартшите. Это тоже позволяет там и Светлане добавлять здесь работы, и тоже работы для Светланы видеть здесь. Если есть нужда добавить персональные задачи, например, там для меня, да, и вот, Светлана, я буду использовать тебя как экземпляр. Светлана Рихтер хочет для меня поставить какую-то новую задачу. Ну вот, например, создаем ее. Ну там задача для Людос. Стоит задача, там поставим дату здесь, ну, например, до конца месяца. Я ответственный. Там статус к выполнению. И контроль поставим Светлана. Да? Я сейчас не ставлю реальную фамилию, потому что она не появилась у Светланы в общем списке. Так вот, она поставила, руководитель нашего департамента, Ритис и Виталий, если надо, пересмотрят этот план, маркетинг общий, увидев, что стоит задача для меня, он делает следующее. Открывает Jira, идет в мой личный план, маркетинга вышла, и там по уже существующим ментам, эпикам и всем другим создает новые задачи. Ну, например, это будет под
этим эпиком other или другие. Делает create story. Название копируем. Задача уже здесь как бы создана. Копирует те же даты, какие были там поставлены. Делает меня исполнителем. Статус потом присвоим. И, например, себя ответственным, чтобы это было бы выполнено и так далее. Как бы задача здесь уже создана, и можно над ней работать. Единственное, чтобы Светлана могла бы проверить, мы здесь делаем копию ссылки именно на эту задачу. И здесь поставили гиперлинк, чтобы если Светлана у нее есть желание увидеть, как я прогрессирую с этой задачей, она просто нажимая на ссылку, она будет видеть все мои в каком она есть положении в работе, если нужны какие-то комментарии и так далее, так далее, так далее. В то время я эту задачу тоже вижу в своем личном плане между всех других. Так вот, и это принципиально будет отражаться таким принципом для всех других пользователей, и могут быть видны отдельные задачи для нашего дела, которые поставлены коллегами из других отделов, и тоже для нас, для маркетинга это гораздо получше, потому что мы можем видеть все свои задачи в одном месте, несмотря на то, в каком плане они были поставлены.